Хронология событий вокруг новых российских проектов ЦОДов, Центров обработки данных, в течение последнего месяца удивляет своей динамичностью. 15 октября на пленарной сессии Российской энергонедели РЭН выступил Владимир Путин, предлагая нацелить снабжение цифровой экономики дата-центров, объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми, то есть их далеко и дорого перевозить, а значит эффективнее использовать на месте добычи. Прошу правительство представить предложение по организации такой модели. Это еще не официальное поручение правительству. Однако уже 30 октября вице-премьер Александр Новак провел совещание по энергоснабжению ЦОДов, на котором было принято решение о создании соответствующей рабочей группы. Но куда стремительнее реакции правительства оказались действия наших энергетических компаний. Рекордная отметка, безусловно, у Росгидро. Ее соглашение с АФК-системой об энергоснабжении ЦОДа за счет гарантированного резервирования 150 мегаватт Среднеканской ГЭС было подписано на той же российской энергонеделе за пару часов до выступления президента. Подробностей соглашения в открытых источниках нет, но общее положение вполне очевидно. Росгидро продолжит выполнять свою профессиональную работу – производить и поставлять электроэнергию. А все, что касается содержания цифрового проекта, станет зоной ответственности АФК-системы. В Магаданской области у Росгидро два основных актива. Каскад ГЭС на реке Колыма в составе Колымской ГЭС 910 мегаватт установленной мощности и Усть-Среднеканская ГЭС установленная мощность 570 мегаватт. И теперь, судя по всему, их загрузка будет доведена до 100%. С одной стороны, это, конечно, говорит о проблемах этого субъекта. Федерация за время строительства ГЭС Усть-Среднеканская, с 1991 года по декабрь 2024 инвесторов, которые могли бы стать потребителями электроэнергии, создано или привлечено не было. Оборотная сторона медали. В Магадане будет создан крупнейший в России центр обработки данных. Звучит несколько фантастически, но факт остается фактом. В легендарный по самым разным причинам город Магадан уверенно приходит экономика 21 века. Прошло менее 2 недель, и еще один проект цифровой экономики уверенно презентовала Якутская топливно-энергетическая компания. В этом случае речь идет о газовой генерации в поселке Кысыл-Сыр в Центральной Якутии. И в этом случае распределение участия идет по той же схеме. ЕТЭК нарастит добычу природного газа на своих лицензионных участках и обеспечит транспортировку голубого топлива в газовую столицу Якутии. Неназванный партнер возьмет на себя строительство электростанции и сам цифровой проект. Сообщение о новом проекте появилось, собственно, только что. Но, судя по фотографиям с мест, в настоящее время уже завершается монтаж оборудования для первого этапа электрической мощностью 200 мегаватт. И это только начало грандиозного в масштабах России цифрового проекта. Общая мощность должна будет составить 2000 мегаватт. Напомню, раз уж сведения совершенно не секретные, с 2019 года владельцем контрольного пакета акций Якутской топливно-энергетической компании стала компания «А-Проперти», та самая, в собственность которой в начале 2020 года перешли акции компании «Эльга-Уголь». Об еще одной инициативе руководства «Эльга-Уголь» в студии «Геоэнергетики» мы уже достаточно подробно поговорили вдвоем с замечательным специалистом, экспертом, настоящим профессионалом Иваном Владимировичем Сливой. Кто не просмотрел, не прослушал, перейдите по ссылке в закрепленном сообщении просто немедленно. Это я, разумеется, о задвинутом влево в силу разных обстоятельств проекте Канкунской ГЭС на реке Тамптон в Южной Якутии. О проекте, об особенностях и подробностях которого намереваюсь сделать небольшую серию передач. Сегодня о цифровых проектов в крайне экзотических для рафинированных IT-специалистов местах в Магадане и в центре Якутии. Кысыл-Сыр находится севернее Якутска на 540 километров. Откуда вдруг такая любовь к удаленным и студенным территориям, спрашивается? Все прилично рукопожатные люди со светлыми лицами – Сбербанк, Яндекс – норовят притулиться к двум столицам. А тут вдруг угодья, в которые не каждый Макар телят гонял. Знающие люди, конечно, скажут, что все дело как раз в зимних температурах, которые что в Магадане, что в Кысыл-Сыре уверенно зашкаливают порой за минус 50. Асикам это только в радость, поскольку в более умеренном климате приходится тратить электроэнергию на их принудительное охлаждение и вентиляцию, а тут достаточно форточку открыть. Но к этому удобству приходится прикладывать дополнительные инвестиции. Даже смена вахт требует денег. Да и не захотят айтишники в вагончиках ютиться. Придется сочинять что-то более комфортабельное. Плюсом к этому забота о надежном интернете, о качественной связи, обучение местного персонала, чтобы обеспечить техническое обслуживание. Неужто дармовой мороз 9 месяцев в году все это перевешивает?
И да, не могу не ответить на комментарии к короткому новостному ролику о проекте ЕТЭКа, лейтмотив которых был один. Небогоугодное это дело невозобновляемый ресурс в никому не нужную криптовалюту переводить. Перед грядущими поколениями стыдно будет. Пункт номер 1. Законодательные инициативы в России не запрещены ни разу. Вот и обращайтесь, господа хорошие, со всеми подобного рода претензиями в Думу и в правительство. Белый майнинг, то есть лицензированный и со всеми выплатами налогов, у нас в стране легализован. Требуйте отменить. А пока будете письма мелким почерком писать, на досуге задумайтесь о том, что такое современная денежно-кредитная политика благословенного Центрального банка России. Сколь изумительное решение этого чудного заведения поставки и рефинансирования и неистовому желанию заморозить к черту всю экономику. Ой, это я, конечно, оговорился, очень хотел сказать правильно. Охладить, избежать несбалансированного роста и прочее. Что поделать, дикция у меня неправильная. Вот ты попытался сократить слова. Есть у меня подозрение, что риски, связанные с майнингом любых криптовалют, прекрасно осознают все, кто ими занимается. Не вчера ведь родились. Давайте без кивков на уголовный кодекс. Просто о психологии. Если майнер перерос от желания врезаться в чужие сети, наколотить каких-нибудь коинов за чужой счет, согласился на работу в светлом режиме, значит, этот человек или компания уже думает хоть о каких-то более надежных, менее рискованных перспективах. Копить криптовалюту на счетах в маловразумительных то ли банках, то ли не пойми в чем, удовольствие не самое большое, поскольку то ли конфискуют, то ли курс рухнет ниже бордюра и даже ниже поребрика. Поэтому первая часть алгоритма предельно проста. Намайнил, выйди в кэш, обналичь. Ладно, а дальше что? Складировать наличные в стиле незабвенного полковника Захарченко? Есть, наверное, и такие экземпляры. Но куда дальновиднее полученные деньги инвестировать в долгосрочные и максимально надежные проекты. Запрещено давать кредиты. Но создавать совместные предприятия с теми, у кого есть серьезные проекты, но нет свободных денег и желания брать кредиты в банках под развеселенькие проценты, не запрещено. И алгоритм действия становится чуть протяженнее. Намайнил, вышел в кэш, вложил. Не сильно симпатично? Мне и самому как-то так себе. Но нет у нас другого ЦБ. И далеко не у всех наших компаний есть возможность выпускать облигации в Китае. Пока такое получилось только у Роснефти да у Росатома. Разговоры про цифровой рубль могут продолжаться неопределенное количество времени, а развитие экономики, не благодаря, а вопреки, это использование любых законных легальных вариантов. Повторю вопрос. По каким причинам крупнейший чисто майнинговый проект в России был реализован в Норильске? Росгидро инициировал содовский вариант в Магадане, а ЕТЭК в центре Якутии, кроме климата. Какой общий признак у этих трех регионов? Нетривиальный ответ. Они все относятся к ТИТЭС – технически изолированным территориальным электроэнергетическим системам. Эту категорию ввел системный оператор для районов, не имеющих общих электросетей ни с единой энергосистемой России, ни с объединенной энергосистемой Востока. Не могу назвать причины, по которым на схеме, имеющейся на официальном сайте системного оператора, эти ТИТЭС выглядят следующим образом. Полюбуйтесь. Красиво. Вот только есть проблема. Очень слабая связь с суровой реальностью. Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Северо-Архангельской области на этой схеме целиком и полностью входят в состав объединенной энергосистемы Северо-Запада. Простите, а как же их изолированные поселки, в которых торчат дизельные электростанции? В Коми общая мощность таких дизельных электростанций более 10 мегаватт, в Архангельской области более 40 мегаватт, в Ненецком АО вовсе более 60 мегаватт. В объединенную энергосистему Сибири внезапно вошел весь Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ. Распределительные сети не достались только архипелагу Северная Земля. Не менее стремительно в состав объединенной энергосистемы Востока ворвалась центральная Якутия, северное побережье Охотского моря в составе Хабаровского края. Куда-то прочь рванули с этой прелестной схемы Камчатские острова. Зато линии электропередач как бы наличествуют на полуостровах Ямал и Гыдан в Николаевском районе Хабаровского края. Все в полном порядке с сетями в Тыве. Огромные регионы славного Туруханского края, востока Иркутской области. Серьезная такая схема, мне нравится. На нее глядячи автоматически начинаешь петь «Все хорошо, прекрасная маркиза». Пустяк в данном случае в том, что в ТИТЭС у нас входит едва ли не половина территории нашей страны. Славно было бы, кабы да кабы, ЕС России и Объединенная энергосистема Востока были бы в реальности именно такими.
Тогда, к примеру, Северный морской путь был бы уже реальным конкурентом Суэцкого канала. А что? Маршрут между Европой и Юго-Восточной Азией короче, все побережье обжитое, населенных пунктов полным-полно, причалы портов ломятся от образцов возросшей продукции. Предлагаю считать, что неизвестные творцы-художники вот этой схемы начертили мою персональную мечту. А то, что до ее воплощения, как от Калининграда до Пекина в нехорошей позе, забыть начисто. Или все-таки откажемся от этих розовых пони в облаках и белоснежных единорогов на заливных лугах? Ищем национальную идею, говорите? Россия, освой саму себя. Коротко и честно. Извините, отвлекся. То, что мы подзадержались со стартом в рывок цифровой экономики и искусственного интеллекта, известно. То, что направление весьма перспективно, сказано не мною, и сказано сотни тысяч, если не миллионы раз. Но старт таки состоялся, что не может не радовать. Последний на сегодня отраслевой дайджест рынка центров обработки данных опубликован в июне этого года. В нем отмечается, что общая подключенная мощность ЦОДов в Российской Федерации на 31 декабря 2024 года составила 2576 мегаватт, то есть уже почти 1% от общей установленной мощности энергосистемы России. Оценка роста до конца текущего года от 20 до 30%, и замедления не предвидится. У Минцифры другие данные, при этом значительно более скромные. 1 гигаватт подключенной мощности ЦОДов. Не уверен, но есть подозрение, что отраслевой дайджест учитывает не только ЦОДы, но и белые майнинговые фермы. И надеюсь, что эти разночтения постепенно исчезнут. Где все это работает? В объединенной энергосистеме центра, то есть вокруг Москвы, более 550 мегаватт. Вокруг северной столицы еще не менее 120 мегаватт. Много. Но слухи о том, что все цифровые проекты до единого только вокруг столиц, статистика, как видите, не подтверждает. От 25 до 30% общей подключенной мощности. Пометим эту странность, продолжим разбираться. Для цифровой экономики киловатт-часы электрической мощности – это сырье, если с пролетарской прямолинейностью и без словесных кружев. За последние 2 года рост тарифов на электроэнергию 7,4% в среднем по России в 2024 году и еще 12,6% в текущем году. И это не считая роста тарифов на электропередачу. Это точно-точно лучшие условия для развития отечественной цифровой индустрии. На осень 2026 года Федеральная антимонопольная служба уже наметила очередную индексацию тарифов. И снова выше уровня инфляции. Задержка на старте, а теперь вот такая огромная помощь и поддержка со стороны энергосистемы. Такая вот ситуация с нашими отечественными цифровыми проектами. Да, уточню, чтобы не упрекали. Нет для меня разницы, о чем конкретно идет речь. О майнинге криптовалют, о хранении или обработке больших баз данных, о ЦОДах. Для меня это в лучшем случае потребители электроэнергии, и я не собираюсь спрашивать, как ее зовут. Как говорил анекдотный Рабинович, в ресторане заказываю рыбу со странным именем свинина. Для роста тарифов у нас около 100-500 уважительных причин. Инфляция, необходимость выполнять договоры о предоставлении мощности, рост стоимости оборудования, услуги Россети и территориальных сетевых организаций, рост налогов на первичные энергетические ресурсы, услуги гарантирующих поставщиков, котировки рынка на сутки вперед и далее по списку. Если сейчас кто-то услышал банду посредников, так я этого не говорил, это все моя дикция виновата и вообще музыкой навеяла. И вот тут, внимание, барабанная дробь, наберите воздуха в грудь. Наши законы в тех самых ТИТЭС позволяют прямые договоры между производителями и потребителями электроэнергии. Без всего перечисленного и прочих энергосбытовых компаний. Ты производишь товар, я его покупаю. Нет посредников между Росгидро и ФК-системой. Есть проект Магаданского ЦОДа на 150 мегаватт. Нет посредников между Якутской топливно-энергетической компанией и неназванным пока партнером, который будет покупать газ, производить электроэнергию на построенных им самим электростанциях и заниматься реализацией своих цифровых придумок. Есть проект ЦОДа на 200 мегаватт сегодня и на 2000 мегаватт в перспективе. Я ни на что не намекаю. Просто вдруг вспомнилось, что количество изолированных сел и поселков в Якутии и на Чукотке по официальной статистике 289 штук. Даже не понимаю, почему это я вдруг вспомнил. Опять, наверное, музыка виновата. Каждый из этих поселков – отдельная ТИТЭС. Жителям каждого из этих поселков республиканское и краевое правительство каждый год компенсирует тарифы электрической и тепловой энергии. Я не юрист ни разу, потому понятия не имею, есть ли у местных властей право создать государственную или муниципальную компанию, которая немножечко, чуть-чуть будет заниматься криптовалютами, дабы дышло на шею хоть чуточку не так сильно давило.
Если кто из вас, уважаемые зрители и слушатели, сочтет нужным подсказать, заранее признателен. А пока предлагаю просто зафиксировать. Денежно-кредитная политика Центробанка и правила энергорынка внезапно стали отличными стимулами для выполнения пожелания президента России, прозвучавшего весной 2022 года. Вектор экономической активности нашей страны необходимо разворачивать на юг и на восток. Про юг – отдельная история, а на востоке у нас все то, о чем я только что постарался напомнить. ТИТЭС на просторах Иркутской области, Якутии, Хабаровского края, Чукотки, Камчатки, Сахалинской области, Тывы, Красноярского края и далее по списку. Цифровая экономика не ахти как кучерява, но это вполне реальный шанс вдохнуть жизнь в наши маленькие изолированные поселки. И хоть небольшой, но шанс облегчить кредитное отягощение для областных, краевых и республиканских ФАИВов. Не панацея, но шанс. И, как видим, гидроэнергетики и газовые дела мастера уже откликнулись на призыв президента. Рабочая группа, которую намерен сформировать вице-премьер Александр Валентинович Новак, на старте. И хочется верить, что его участие тоже не задержится. Повезет. Общими усилиями сумеем противостоять бушующему тайфуну с красивым женским именем Эльвира или хотя бы ослабим вожделенную ею заморозку. И напоследок пару слов о том, в чем коренное отличие цифрового проекта Росгидро от такого же в исполнении Якутской топливно-энергетической. 150 мегаватт от Росгидро для АФК-системы – это чистая электроэнергия, поскольку давать ее будет каскад ГЭС на Колыме в составе Колымской и введенная в эксплуатацию в декабре прошлого года Усть-Среднеканской ГЭС. Установленная мощность 910 и 570 мегаватт соответственно. Конечно, отдельного анализа заслуживает изучение причин, по которым в Магаданской области за время строительства Усть-Среднеканской сумели не создать инвестиционные проекты на всю ее мощность. Это было непросто, поскольку Усть-Среднеканская ГЭС – ровесница современной России. Ее начали строить в таком памятном для всех нас 1991 году. 34 года строительства и 150 мегаватт мощности таки повисли в воздухе. Теперь Росгидро нашла себе потребителя. И я точно не вижу в этом ничего плохого. Для тех, у кого короткая память. С 2009 года Росгидро тащит на себе всю угольную генерацию Дальневосточного федерального округа и дизельную генерацию там же и в Арктике. При этом уголь и дизельное топливо в соответствии с федеральным законом номер 44 и прямыми указаниями Федеральной антимонопольной службы компания приобретала в рынке, а тарифы в этом огромном регионе были государственно регулируемыми. Результат – десятки миллиардов рублей убытков, так что поставки электроэнергии в адрес АФК-системы для Росгидро точно лишними не будут. И отдельный комплимент еще и за то, что к магаданскому ЦОДу не смогут придраться даже самые неистовые фанатики зеленой повестки и прочих ESG-проектов, поскольку у колымских ГЭС тепловые выбросы отсутствуют напрочь. Проверено и доказано исследовательской экспедицией Института физики и атмосферы Российской академии наук. Я понимаю, что это совсем уж наносное, но лучше пусть будет. Газовая электрогенерация в Кызылсыре – это принципиально другой проект. ЕТЭК, напомню, была создана в далеком 1967 году специально для освоения Мастакского месторождения. Собственно говоря, прямо на этом месторождении поселок и был построен. Но славная история компании, безусловно, заслуживает отдельной передачи. В этот раз я позволю себе разве что речитативом описать нынешнюю ситуацию для понимания происходящего. Контрольный пакет акций ЕТЭК на сегодня принадлежит компании А-Проперти, то есть, как и в случае с Эльга Уголь, основным бенефициаром является Альберт Авдолян. Без словословия, просто факты. За пятилетку объем добычи угля на Эльгинском месторождении вырос в 10 раз. За тот же период построено 14 обогатительных фабрик, почти 600-километровая железная дорога до берега Охотского моря в Хабаровском крае. На месторождении возведен аэропорт, на побережье угольный порт. Управленческая команда, которая сумела создать Эльга-Уголь, заслуживает моего персонального глубочайшего уважения. А эти факты, на мой взгляд, убедительно доказывают, что А-Проперти – это точно не про спекуляцию, а про масштабные проекты в долгую, всерьез и надолго. Для тех, кто не в курсе, при реализации всего перечисленного Эльга-Уголь ни разу не попросила ни субсидий из бюджета, ни налоговых скидок, никакой бы то ни было иной помощи от государства. Тот же подход используется в случае Якутской топливно-энергетической компании. На день сегодняшний этой компании принадлежит 10 лицензионных участков для добычи углеводородов. Не только природного газа, но и газового конденсата и нефти. На 2 из них идет промышленная добыча, еще один готовится к запуску. На остальных продолжаются геолого-разведывательные работы. Работы, а не изготовление красивых отчетов с презентациями.
В ГКЗ на январь текущего года зарегистрировано 774,4 миллиарда кубометров извлекаемого газа. И разведка продолжается. Заявленная цель – выйти на триллион кубометров запасов. Да, в очередной раз напомню, чем запасы отличаются от ресурсов. Запасы – это та часть ресурсов, которую при имеющейся ценовой конъюнктуре и при имеющихся технологиях добывать экономически целесообразно. Ориентир буква «З». С нее начинаются слова «золото» и «зарплата». Ресурсы – это все, что имеется в подземных кладовых, то есть объемы того или иного полезного ископаемого вообще. Переход ресурсов в запасы – это или случившийся рост цен, или свежеразработанная технология, позволяющая снизить стоимость добычи. Так вот, извлекаемых запасов на лицензионных участках ЕТЭК под 800 миллиардов кубометров, а объем ежегодной добычи колеблется от 1,8 до 2,1 миллиардов кубометров. Якутск газифицирован еще в 60-е. При СССР он был единственным газифицированным крупным городом нашего Дальнего Востока. Его обеспечение газом ЕТЭК продолжало и продолжает, вне зависимости от смены своих владельцев. Но на этом, собственно, и все. Увеличить объем добычи и избыт газа за 58 лет как-то не получается. Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Как фактом является и то, что по данным Академии наук Якутии степень геологической изученности недр республики составляет прискорбные 12%. Нельзя априори исключать, что на огромной территории Центральной Якутии нет твердых полезных ископаемых. Просто мы об этом пока ничего не знаем. Причина тоже понятна. 9 месяцев зимы при практически полном отсутствии дорог не позволяют вести геологоразведку методами 20 века. А грустную балладу о нелегкой судьбе Росгеологии мы вынуждены слушать уже не первый десяток лет. Сиротинушка. Решение ЕТЭК о реализации цифрового проекта 200 мегаватт мощности установленного оборудования на первом этапе и 2000 мегаватт на полке для добывающей компании переводится в более привычные ей единицы измерения без особых сложностей. Дополнительные 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Сейчас объем добычи, напомню, около 2 миллиардов. Реализация цифрового проекта 5,5 миллиардов кубометров в гору или больше почти в 4 раза. Но даже при таком варианте монетизации запертых запасов газа, как подсказывает калькулятор, этих запасов хватает на 100 лет. Отличий цифрового проекта Росгидро и АФК-системы множество. Уже хотя бы потому, что каскад ГЭС на славной речке Колыма уже запущен в эксплуатацию, а вот в Кысыл-Сырье все еще только начинается. В этом поселке на сегодня около 3000 жителей, других населенных пунктов нет. Значит, газовая столица Якутии получает шанс стать еще и столицей цифровой. В поселке работает установка комплексной подготовки газа, сердце всего газового проекта, без которой транспортировка газа по трубопроводу неосуществима. В поселке есть собственный речной порт, и пусть не самый большой, но собственный аэропорт местного значения. Поскольку малую авиацию нам ловко удалось практически ликвидировать, то постоянных авиамаршрутов нет, но чартерные вертолеты, позволяющие быстро добраться до Якутска, в наличии. Так что нет никаких вариантов. Центр цифровой экономики будет создан именно здесь, в Кысыл-Сырье. Если честно, я понятия не имею, сколько специалистов требуется для цодов, блокчейнов и прочего. Но то, что для работы газовых электростанций общей мощностью 2 гигаватта потребуется не менее 1000 сотрудников, не считая цехов водоподготовки и тех, кто будет работать на установке комплексной подготовки газа, мощность которой возрастет кратно, это точно. Будет ли сделана ставка на вахтовый метод работы или предпочтение будет отдано, так скажем, стационарному варианту, время покажет. Но для Кысыл-Сырья это в любом случае станет началом совершенно нового этапа его развития. Но и это еще не все. Основное различие Магаданского и Якутского центров цифровой экономики заключается как раз в используемых первичных энергетических ресурсах. ГЭС – это вода, и это замечательно, поскольку никакой логистики для подвоза чего бы то ни было не требуется. А на выходе системы мощности сразу киловатт-часы – сырье цифровой экономики. Газ, как и теоретически возможный уголь, как теоретически возможная нефть, попутный газ – это уже не вода, а огонь в топке или в камере сгорания, если речь пойдет о газовых турбинах. А где огонь, там тепло, причем много тепла, которое блокчейном и цодом не требуется от слова вообще. И даже при использовании самых современных технологий сжигания природного газа электрический КПД будет в районе 40%. То есть 2 гигаватта на генерацию электрической энергии на электростанциях Кысыл-Сырья, на тепловую энергию будет приходиться 3 гигаватта генерации. В условиях Кысыл-Сырья просто невообразимо гигантская величина.
Безусловно, центральное теплоснабжение поселка, даже если он будет расширяться, гарантировано. А вот что делать с остальным невероятным количеством гигакалорий тепла в условиях Центральной Якутии с грузовым сообщением только в течение речной навигации и дорогостоящих зимников? Теплица и фрукты и овощи? Тогда зимники из уравнения вычеркиваем, поскольку при минус 40-60 в это время года в тех краях свежую плодовочную продукцию заморозят до хруста. Консервировать и все равно куда-то везти. Себестоимость будет выше той, которая обеспечивает зимний завоз. Если честно, давно хотелось пригласить в нашу крохотную команду профессионального химика, который помог бы со многими направлениями. Однако финансы по-прежнему поют романс. Вот только по этой причине в следующей передаче этого микроцикла попробую рассказать, что такое синтез аммиака и далее карбамида с точки зрения энергетики. Катализаторы – это очень увлекательно, но тут точно эксперт бы потребовался. Так что в моем исполнении в основном будут про мегаджоули, которые требуются на производство крайне востребованного вида сельскохозяйственных удобрений, спрос на которые растет стабильно, без скидок на погодные условия и практически повсеместно, в том числе и в нашей с вами России. Любовь, как известно, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Карбамид нужен России, Китаю, Индии и далее везде. А первый этап его производства – синтез аммиака с его несложной химической формулой NH3. N, то есть азот, в составе атмосферы. Водород химики научились отбирать у метана, у основного газа в составе смеси, которую мы привыкли именовать природным газом. Для химика метан – это CH4. И все, что требуется, эти 4H у метана отобрать и к азоту притулить хитрыми способами, методами. И да, в качестве каминг-аута нет у меня никакой информации о том, как выглядят планы компании ETEC. Остановится ли она на цифровом проекте, или это будет только началом славного пути. Но логика подсказывает, что нет в студеной Якутии другого экономически оправданного способа утилизации столь огромного объема тепловой энергии, кроме синтеза аммиака и затем карбамида. Остановиться на аммиаке можно, но сугубо по-житейски неудобно, поскольку аммиак – это жидкость. А карбамид – это гранулы, хранить и возить которые куда как сподручнее. И та же славная наука химия подсказывает, что и цифровая экономика, базирующаяся на генерации электрической энергии на угольных электростанциях, может стать не самоцелью, а только стартовым проектом. И в этом случае слова Владимира Путина о необходимости задействования запертых энергетических ресурсов для развития ИИ-сферы могут заиграть самыми разными красками. Интересными, перспективными, дающими рост реальной экономики там, куда Макар телят не гонял. А таких мест в России, положа руку на сердце, полным-полно. Потому предлагаю продолжить обсуждение темы. Эта передача последней не будет.